Нередко душа животного бывает глубже и богаче человеческой. Мы даже не подозреваем, на какие подвиги и жертвы способны наши питомцы, а иногда просто не замечаем проявления их преданности в повседневной суете. У собаки по кличке Феликс есть одна необычная привычка: она каждое утро убегает гулять на улицу и возвращается домой к вечеру. Хозяин животного никогда не придавал значения такому поведению. Большую часть времени он проводил на работе и отсутствовал дома в выходные дни. Мужчину не интересовало, где пропадает его пес, так как тот всегда появлялся дома, будучи целым и невредимым. Однажды, когда у владельца животного был выходной, он остался дома. Примерно в полдень его разбудил странный жалобный стон. Когда хозяин пришел в себя, он обнаружил собаку у двери со слезами на глазах. Бедняга настойчиво просился наружу, перебирая лапами по запертой двери. Увидев тревожное состояние Феликса, мужчина быстро собрался, выпустил пса на улицу и последовал за ним. Уже через полчаса он узнал до боли знакомый ему путь и понял, куда собака уходит каждое утро. По приветствиям рабочих, стоявших у ворот, хозяин понял, что Феликс бывает в этом месте очень часто. Рабочие подтвердили, что питомец приходит сюда регулярно. Растроганный до глубины души мужчина попытался собраться с силами и, заглушая слезы, пошел дальше. С каждым шагом его все больше переполняло чувство вины, и он осознал, насколько слеп был все это время. Вскоре герой оказался на могиле своего отца. Он присел на корточки, обнял собаку и расплакался, как маленький ребенок. Дело в том, что его отца не стало полгода назад, и с тех пор вечно занятый сын ни разу не навестил могилу покойного родственника. Местные работники рассказали хозяину, что Феликс ежедневно приходит к могиле покойного хозяина и проводит здесь несколько часов, глядя на изображение самого дорогого и важного для него человека. Пожилой мужчина обожал Феликса и относился к нему не как к простой собаке. Каждый вечер он забирал пса с собой на чердак, где рассказывал ему разные истории из своей жизни, а тот внимательно слушал и понимал его. Родственники старика относились к их дружбе не очень серьезно и считали это обычным проявлением преклонного возраста. На самом же деле взрослому мужчине не хватало внимания и интереса со стороны окружающих, чтобы излить кому-то свою душу, и лишь Феликс был ему настоящим верным другом, который с удовольствием проводил с ним время и слушал его рассказы о жизни.